более хрупкие, чем прежде. В этот день благодарения я решила, что хочу собрать сухотраву вокруг в одну большую композицию, подвешенную у потолка. И сейчас я намерена поделиться процессом ее создания с вами. Предлагаю начать с инструментария. Первым делом идет сетка. Именно на нее мы будем крепить все сухотравы. Секатор – наш главный инструмент. Он может разрезать даже самые толстые ветки. Для сухотрав можно использовать и флористические ножницы. Такие как раз больше подходят для хрупких растений. Проволока. С помощью нее мы будем закреплять нашу сетку к потолку, а также наши сухотравы. Бонусом к нашей подвесной композиции будет оформление праздничного стола. Для этого я решила воспользоваться кинзанами. Ни в коем случае не режьте проволочные материалы секатором. Воспользуйтесь кусачками. Режем ими сетку. Вот так. А теперь поговорим о составе. Я набрала различные травы, колосья, компасную траву, тростник, нашла пушистые гортензии, их порядка 60 голов, а также мелкие цветы, которые разбавят нашу текстуру. Перед тем, как приступить к сборке, постарайтесь застелить все пространство, потому что сухотравы осыпаются очень сильно во время работы с ними. Подвесную композицию нельзя собрать на полу, а потом просто подвесить за концы. Под действием гравитации бутоны будут менять свое направление, стремясь к полу, поэтому все, что планируется подвешивать, нужно собрать сразу в таком состоянии. Также нужно помнить, что 2 точек для подвешивания недостаточно. Проволоку лучше растянуть и закрепить в 4 точках на потолке или в 3, как у меня. Этого тоже будет достаточно для того, чтобы основание сетки не прокручивалось во время сборки. Не забывайте оценить вес будущей композиции. Лучше заранее узнать, какую нагрузку могут выдержать ваши гардины, люстры и крючки на потолке. Сеткой я создаю полый неровный цилиндр, скручивая, образовывая нужную мне форму. Дело в том, что я заранее знала, какую композицию я хочу собрать. Советую вам продумать это заранее и сделать небольшой набросок. Отталкивайтесь от него, создавая форму сетки. Как же крепится растение? На самом деле сухоцветы – это наипростейший материал для работы, ведь нам не нужно заботиться о подпитке стеблей. Поэтому можно просто просовывать стебли в отверстие сетки. Конец стебля можно примотать проволокой для надежности. А какие-то растения могут держаться без дополнительного крепежа. Свою сборку я начинаю с гортензий, ведь это центральная, самая привлекательная деталь выбранного состава. Начинаем с первого слоя, который будет закрывать сетку. И все растения будто обволакивают ее в этом слое. Но если рассмотреть шапку гортензии, то можно легко заметить, что она абсолютно не плоская, напротив, очень выпуклая. Поэтому не стоит создавать из нее очень ровную плоскость. Поддайтесь этому природному явлению и располагайте гортензию слегка на разных уровнях, с небольшим нахлестом, получая некую облачную массу. Закрываем сетку, создаем общий объем, а затем располагаем следующий бутон уровнем выше, таким образом получая ступени из бутонов. Я обожаю делать некие выбросы с помощью растений, причем достаточно длинные. Таким образом, по гортензии, например, становится понятно, что это не просто большая шапка, это большая шапка на тонком стебле. Именно это так часто восхищает в ней. Работа с травами. Несмотря на то, что они достаточно лохматые сами по себе, я все же советую придать им некую направленность, так они будут смотреться более аккуратно. Для этого соберите травы в пучок так, чтобы кончики смотрели в одну сторону. Затем перемотайте их проволокой и подрежьте концы. Теперь можно продеть их в сетку. Итак, сначала формируем пучок, размещаем его в композиции, а затем с помощью отдельных стеблей создаем эффект того, что несколько трав выбиваются из общей массы. Стараемся не пережимать стебли, оставлять пространство между ними. Свободное растение придает воздушность и легкость. Пампасная трава. Ее я решила отправить на задний план. Возможно, с этого ракурса может показаться, что она у меня размещается плотно. На самом же деле, мы все так же стремимся не пережимать растение. Так мы используем и меньшее количество материала, и получившаяся деталь не будет выглядеть слишком тяжелой. Собирая подвесную композицию, необходимо работать практически одновременно с разных ее сторон, чтобы композиция не заваливалась на определенную сторону от тяжести бутонов. Я стараюсь от одной части композиции переходить к противоположной, и так чередуя. Если это ваша первая подвесная аранжировка, то сухотравы – идеальный материал для этого. Между травой и гортензией я располагаю мелкие сухие цветы, похожие немного на гипсофил. Делаю это для того, чтобы не перегружать композицию тяжелыми бутонами и разнообразить фактуру поверхности. Хочу обратить ваше внимание на то,
как я комбинирую растения. Я создаю группы, объединяя одинаковые сорта. Не стремлюсь распределять их ровно по всей длине. Дело в том, что в крупных композициях важно сохранять гармонию, позволить нашим глазам рассмотреть каждую деталь. И только объединив одинаковые сорта в одной точке, можно добиться такого зрительного спокойствия и равновесия. Массы из одинаковых сортов создают приятную фактуру и в глазах не рябит. Не забывайте проработать каждую сторону. Даже тут находится непосредственно у потолка, даже если кажется, что она не будет заметна. И если доработать эти части, готовая аранжировка выглядит более эффектно. Позволяют создать нужный объем. В целом наше оформление готово. Остается лишь убедиться, что нигде не видно сетки. Выбросы не образовывают жестких вертикальных и горизонтальных линий, и расположены они по принципу неправильного треугольника. Повторю лишь напоследок, те растения, что расположены ближе к сетке, отвечают за объем, за глубину и скрывают технические элементы. Те сорта, что идут выше по уровню, помогают подчеркнуть глубину. С помощью них наш объем приобретает рельефность, а самые длинные выбросы, самый верхний слой, помогает создать воздушность, подчеркнуть хрупкость и делает композицию визуально больше. О правилах неправильного треугольника, подборе фактур, создании форм я подробнее расскажу в следующих видео. А пока насладимся ужином. Всем спасибо. Кого мы благодарим-то? Дашу за вкусный.